Давай, пожалуйста, не лагай. Хочешь поиграть в батлу, но комп ее не тянет? Ничего страшного, у нас есть решение данной проблемы. Да? Помоги помыть посуду и устройся уже наконец на работу. Че стоишь? Мой посуду! Ну а если серьезно, то у меня есть решение вашей проблемы. Потому что с вами снова я, Дмитрий Резнов, и это новый расстрельный список. Итак, предположим, у вас слабый компудахтер, и вы устали от счетчика кадров, как в старых презентациях PowerPoint, или вообще батла разочаровала полностью, начиная с 5 части и замыкая 2042, с ее убогой реиграбельностью и уничтожению оставшихся нервных клеток. Но поиграть-то хочется, как в старые добрые, и на помощь вам придет она, инди-игра, созданная одним человеком. По традиции, коротко неинтересной информации для обычного обывателя. Ravenfield, или же по-русски... О, нифига, она так и переводится. В общем, это компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанная шведским программистом Йоханом Хасселем, известный под ником Steel Raven 7. Игра была выпущена 18 мая 2017 года в качестве раннего доступа для Windows, macOS и Linux. Получается, это эксклюзив ПК и Apple? Ха, так вам, консольщики. Не знаю, актуально это или нет насмешка в 2024 году, или уже закончились консольные войны. Скажем так, жадностью Sony или хитрожопостью Microsoft со своим геймпассом. Но да ладно, упустим этот вопрос, ведь мы не для этого тут собрались, а для того, чтобы узнать, не ошибаются ли больше 60 тысяч игроков, которые поставили положительные рецензии в Steam, или же они все продались и не разбираются в тонких гранях видеоигр. Сейчас мы это и узнаем. Тапаем мышкой по экрану, ставим все возможные настройки на ультра и начинаем разбираться с пунктами. Первое — это начать основную игру. Второе — это включение или отключение модов. Третье — создание своей карты. И дабы потом не отвлекаться, сразу разберем редактор. Здесь можно создать ландшафт, размер карт, напихать всякого разного мусора, как в Гаррис моде, расставить флажки, благодаря которым будете спавниться со своей тимой. Одним словом, здесь есть где разгуляться и создать карту своей мечты. Я же в свою очередь уже насоздавался в редакторе Far Cry 3 и Warcraft. Перейдем к главному, первому режиму. Это кампания. Думаю, будет шедевр на уровне Alan Wake 2. Здесь нашим синим человечкам сообщают о важной миссии: по стелсу высадиться и выполнить нужные задачи. Анимация лиц, конечно, немного выбивается из общей картины. Больно они уж анимешные. Не в обиду данной субкультуре, просто говорю как факт. Благополучно проваливаем стелс на втором противнике. О, мои напарники умеют даже попадать раз через раз. Даже в колде не всегда так умеют. Прорываемся с моей излюбленной тактикой мясных штурмов на базу, включаем лифт и поднимаемся ближе к небу. Тут скажу, что компания находится только на разработке и не анимировали заставки к ней, что с любезностью нам и сообщают. Перемещаемся в танк к нашей основной группе, через секунду благополучно сливаем его. Кстати, как и в батле, можно любую технику включить не только от первого лица, но и от третьего. Захватываем первую точку, вторую и зачищаем саму базу. Дожидаемся БТР. Что ты там увидел, голова? Проламываем ворота и добиваем неприятеля в слоумо. Конец. По этому режиму скажу так: эта компания абсолютно не нужна, поэтому зачем ее разрабатывать, непонятно. Разве что как бонус к основным режимам. Но хз, она явно не будет запоминающейся и ее не будут перепроходить по несколько раз, судя по первой миссии. Но во всяком случае это гораздо лучше, чем просто ее отсутствие. Так ведь, BF2042? Следующий режим — батла. Выбираем нужное оружие, дополнительные лоты, под гранатомет, аптечки, патроны, сабли, что ваншотят с одного удара. Правда, нужно постараться добежать сначала до противника. Инструменты, которыми можно чинить технику, и гудка, благодаря которому можно сносить неприятеля с ног. Добавили ее чисто по фану, как и красные береты, которые сносят на своем пути все и вся. Побегали немного с ними, пофанились и хватит. Переходим к стандартному вооружению. В атаку, собаки, в атаку! Данный режим заключается в захвате точек и удержании. По возможности, чем больше флажков, тем лучше. Если у противника их вообще не будет, то он проиграет, поскольку спавниться будет неоткуда. Каждой команде дается по 3 волны в 400 человек. Но только посмотрите, все стреляет, пищит, ездит, взрывается. Кстати, боты тут явно по прокачаннее стали с прошлых-то версий. Да, я в нее начал играть еще с 2017 года. И раз в год заходил, чтобы посмотреть, как продвигается проект. Спасибо могу сказать за это Винди. Именно он меня заинтересовал в нее гамать. Раньше вообще много кто играл в нее, как модно теперь говорить, на хайпе. Но сейчас про нее вспоминают единицы. Алтфак отвлекся, переходим к следующему режиму. Spec Ops. Не путать с одной из провалившихся, но просто великолепной игры Spec Ops The Line, на которую я могу, разумеется, сделать обзор. Только дайте об этом знать своим комментом и лайком. Ну началось, ты как и все начал выпрашивать лайки. А как я могу понять, что это вам интересно, а? Такое ощущение, что я в страну немых попал. Режим заключается в выполнении разных заданий, начиная от захвата точек, подрыва танка, убийства нужного NPC и там по мелочи. Ее настоятельно рекомендую играть по стелсу.
Даже сама игра на это намекает, поскольку при выборе оружия с глушителем проигрывается кат-сцена. Да и очень маловероятно, что вам получится побыть Рэмбо. Убивает тут быстро. Напарники хоть и отчасти полезны, поскольку выполняют команды либо за мной, либо идите в нужную точку, но мало живучие. И при поднятии шума вас будут херачить и артиллерией, и пехотой, и с вертолетов гасить. Режим создан чисто для любителей стелса. По отдаванию командам к ботам скажу, вызывается это все с помощью дополнительного экрана. Он очень полезен и в других режимах. Можно либо некоторых отправить на оборону, других на штурм, но пользоваться вы этим часто вряд ли будете, поскольку боты по интеллекту не уступают 2042 и Unlisted. Вы не поверите, но они сами в силах хорошо воевать. Брать транспорт всякий, к примеру вертолет, который будет... Боль в моя дырка задница. Поэтому я понимаю, почему многие игроки отключают воздушный транспорт. Одним словом, играть с такими ботами интересно, особенно на уровне хард. Также в самом меню игры можно выбрать разные модификаторы, будь что большая голова, крестик, как в стандартном шутере, но для погружения не включайте его. Надписи, кто кого убил, ники возле головы, возможность поменять скины, скажем, на Стивов из Майнкрафта или из накачанных модов, включить или выключить ту или иную технику, али оружие. Можно вообще всем выдать только сабли и будет вам чивол на минималках. Пока вы будете с пулеметом бегать, выбрать время спавна и включить ночь и там дальше по мелочи. Выбор карт, общая динамичность игры от медленного до эпика. Рекомендую выбирать последний, так намного интереснее. Выбор сложности и обязательно выключить кнопку автоаим, поскольку она нужна только консольщикам, чтобы было проще целиться. А у нас же с вами есть мышка и прямые руки. По крайней мере, я на это надеюсь, так ведь? Следующий режим — доминация. Вся суть заключается в удержании подсвеченных рандомных точках и перехвате у противника, поскольку после исхода таймера будет двигаться полосочка. И у кого больше флажков одной из команд, тот и победит. Попыток каждой стороне дается 3. Если все прозябаете, то оформляйте себе проигрыш. Режим очень сложный, поскольку боты с двух сторон будут отчаянно атаковать и защищаться, но поиграть стоит несколько раз. Авось вам зайдет. Режим скирмиш. Здесь вы со своей маленькой армией, к примеру 50 с вашей и столько же со стороны противника, пытаетесь быстрее аннигилировать друг друга. Когда комрадов будет становиться меньше половины, высаживается подкрепление до изначального числа, и продолжается это, пока не истратятся резервы той или иной стороны. Матч проходится очень быстро и динамично, шо одобряем. Еще раз скажу, что в игре есть возможность запинывать противника. Также на телах есть рэгдолл, и это, разумеется, балл в копилку, поскольку это идиотское решение у видеоигр, когда тела падают и становятся прозрачными, будто это не живое тело, а приколоченная доска к полу, или вообще бывает наполовину проваливаются по текстуру. Отдельная кнопка, отвечающая за слоумо, а-ля Max Payne, только она бесконечная тут, и при действии которой вы можете эффективно разносить вражину, особенно когда понимаете, что бой идет не на равных, и вас вот-вот кокнут. Но я, как и с красными беретами, поюзал данную фишку 15 минут и забросил. Про вооружение можно сказать немногое, оно дотягивает до необходимого для приятной игры. Да и вообще, если вам этого будет мало, в интернете полно модов, что позволяет вам раздать абсолютно каждому NPC индивидуальное оружие. Перед финальным режимом идет point match. Коротко и ясно. Захватываем флаги, из-за чего количество умноженных очков за убийство противника растет. Чем больше флагов, тем больше и циферок у вашей команды. Вот у вас захвачено 5 флажков, и наверху цифра 5, из-за чего каждое убийство умножается на, догадайтесь, какое число, а у противника всего на 2, и разумеется очки за убийство в разы меньше, чем у нас. Режим чисто бесконечная мясорубка. Мне не понравилось, поскольку побеждаем только тогда, когда полоса полностью дойдет до конца, и закрасить линию противника. Тут можно было бы что-то поинтереснее придумать, например, набрал 1000 очков и победа. Особенно, когда обе команды в паритете по силе и тянут до бесконечности канат кто кого. Последний режим Hunted. Спаунимся на карте с 3 напарниками, добегаем или доезжаем до сферы, заходим в нее и отражаем волны двух типов скелетов с огнестрелом и саблями. Спасибо, что не зомби, а то это сразу показывает сценарную импотенцию. Про режим больше сказать не могу. Отражаем 7 раз волну в разных частях карты, каждого раза противников будет становиться больше, но появляться они будут порционно, что не вызывает чего-то сложного или возникновения опасной ситуации. Еще если нужно, подбираем разное оружие, висячее на земле, и все. Хоть и глупо ожидать от инди-игры что-то подобное, как Left 4 Dead, где сама механика игры, именуемая режиссер, подстраивается под игрока, и если ему становится легко, то усложняет сами волны нежити. Одним словом, что-то да можно было придумать, чтобы поднять реиграбельность, а так раз ее нету, то режим зайдет на раз. Еще очень часто противник просто пропадает, хоть звук явно проигрывается. Однозначно косяк, который нужно исправлять. Напоследок посмотрим еще режим стратегия, где стоит начальница перед столом, и вы как генерал продвигаете своих человечков по кружочкам. Каждый кружочек — это та или иная карта со своими особенностями. Например, карта с режимом скирмиш, где нужно перебить противника и его подкрепление быстрее, чем он это сделает сам. Удача и успешность происходит благодаря количеству человечков. Максимально их может быть 3 отряда. Они могут как атаковать, так и оборонять новые зоны. Каждая приобретенная точка приносит либо деньги, либо голубые бутылочки, благодаря которым вы можете нанять как дополнительные отряды, так и покупку оружия, доп. Снаряжения или технику. По
поэтому тут есть задатки экономики и типичной стратегии. Противник, кстати, также не тупит и старается переиграть вас. Например, я открыл танки и снайперские винтовки для своей армии, а он же в свою очередь самолеты, из-за чего моей пехоте становится не сладко. Плюсом на карте стоит режим батла, а также ночь, и мне приходится пользоваться ПНВ, что затрудняло и без того сложный бой. Ночь появляется не рандомно, а после каждого хода. Сначала ходите вы, а потом противник, и сверху меняется число дней и времени суток, когда происходит бой. Надеюсь, я вам все понятно объяснил. Еще, если вам надоело воевать и вы фартовый человек, то можете уповать на удачу и включить автобой. Тут как в казино, либо повезет, либо нет. Если лень каждый раз самостоятельно отбивать точки, то можно все играть автобоем. По моим заметкам, вы так выиграете 40/60 не в вашу пользу. Режим этот очень интересный, но и самый долгий, минимум час. Но поиграть стоит однозначно. Перед финальным мнением быстренько затронем моды. Вот сейчас вы видите, как русские десантники с одним из многочисленных паков оружия воюют против хрен его знает кого. И отсюда главный плюс данной игры. Бесконечного количества всяких карт, скинов, оружия и прочего. Хочешь шагоход? Пожалуйста. Хочешь скин орка из Вархаммера? Пожалуйста. Хочешь карту Первой мировой? Пожалуйста. И так можно перечислять до бесконечности. Перейдем к выводам. Итоги таковы. Игра полностью переплюнула Battlefield и по механикам, и благодаря модам различного контента, что повышает реиграбельность в разы, и отсутствием тупых лутбоксов. Заплати и получи шанс, как и тупой прокачки. Вот качнись, получи новый ранг, и там тебе новое оружие. Также в игре имеется разнообразная техника. Танки, самолеты, вертолеты, корабли, турели, зенитки и т.д. Графика не уродская, но очень неплохо стилизированная, из-за чего оптимизация не хромает. Но все зависит, сколько поставите ботов и накатаете модов. Бывают и такие, что и мощные компы не справляются. К примеру, 500/500 плюс огромная карта и ловите 10 FPS. А так для комфортной игры ставите 120 ботов и рубитесь на здоровье. Другое количество повышать не советую, поскольку там одна мясорубка будет происходить без какой-либо тактикульности и передышки. Одним словом, игра создана, чтобы зашел и начал играть без какого-либо гринда и танцев с бубном. Поэтому однозначно всем рекомендую играть. Единственное из минусов, что отпугнет огромное количество игроков, это отсутствие официального онлайна. И его не будет вообще, как сказал разработчик. Ну и уж очень медленная разработка проекта и добавление чего-либо нового. За 8 лет не фиг, что и добавлено. А так, благодаря модам, актуальна данная игра будет до 2030 года уж точно. Одним словом, помилован безоговорочно. Товарищи, а как вы думаете, почему огромное количество геймеров играет в нее? Играли ли вы в нее вообще? И может ли она стать убийцей Battlefield? Буду рад это обсудить с вами в комментариях. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, уведомления. А то я не понял, почему у меня до сих пор нету 100 человек хотя бы. Для кого я делаю все. И переходите в мой телеграм-канал, ссылка в описании, если что. А то дожили, найти ее не могут под видео, где будут анонсы нового контента и возможность самим выбрать, что вам интересно. Или разобрать мне в следующий раз. Кстати, благодаря вашим просьбам и получилось данное творение. И знайте, я до сих пор не помыл посуду.